Резкое продвижение армии РФ. Украинцы заливают подземные пути, опасаясь повторения операции ВС РФ «Труба». Киев заявляет о контратаке и потере России территории. Детали. Украина намерена увеличить масштаб ударов по России. Раскрыты планы страны. Зеленский вышел со срочным заявлением в эфире любимого канала Трампа. Что сказал? Зеленский назван проблемой, а ситуация с томагавками вызывает опасения. Минск обращается к Банковой. Москва готовит ответ. Резкое предупреждение Кремля. В Киеве устроили вакцинацию против москвояза. Скандальный рейд языковых активистов. Кто под прицелом? Мобилизация 16-летних. В Украине заговорили о создании параллельной армии из юношей. В чем суть? Макрон на искусственной вентиляции и опасно близок к тому, чтобы аппарат отключили. Как политический кризис во Франции угрожает Европе и почему демократия трещит по швам во всем мире. Удар по немецкому заводу ракет «Таурус», тревога в Германии. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. В Украине хотят создать новую параллельную армию, но для этого надо мобилизовать 16-18-летних украинцев. Эту идею продвигает военный разведчик ВСУ Ярославский. Тогда через 5 лет Украина получит подготовленную профессиональную армию, сказал Ярославский в интервью YouTube-канала Видверто. В то же время военный признает, из-за изнурительной войны с Россией сформировать параллельное войско крайне сложно. Однако план уже есть, и он на столе у Зеленского. Этот план мы уже предоставили высшему командному руководству. Это по факту создание параллельной армии, университета, нового типа войны, новой структуры войны, которая благодаря нашим партнерам сможет сформировать через 3-5 лет новую армию. Когда в твоей стране есть сильная армия, война даже не начнется. Ярославский также считает, что Третья мировая начнется в 2028 году, ссылаясь на прогноз британских военных, и уже через 2,5 года Восточная Европа будет в огне. Страны Балтии и Польша почувствуют на себе то, что чувствовала Украина, говорит Ярославский. Отмечу, что о предстоящей войне между НАТО и РФ говорят западные разведки, чаще всего немцы. Россия отвергает эти заявления, называя их европейской истерией. В Киеве продолжаются рейды языковых активистов. На этот раз с книжных рынков они переместились в большой торговый центр, где решили бороться с крупными сетями магазинов, которые имеют двуязычные сайты на русском и украинском языках. Свою акцию активисты на этот раз назвали «Вакцинация против москвояза». Целью официально назвали деоккупацию информационного пространства. Свои действия фиксировали на камеру и вели прямой эфир на YouTube-каналах Катерина Косецка и Мовный. Активисты при этом высказывали свое недовольство не у стен главных офисов компаний, а атаковали продавцов-консультантов. Некоторых из них бездоказательно обвиняли в сепаратизме. Кроме того, борцы за украинский считают, что мягкая украинизация себя не оправдала, поэтому необходимы более решительные и бескомпромиссные шаги в защите национальной идентичности. Отмечу, что видеотрансляция языковых активистов не стала популярной в сети и за сутки собрала чуть более 2500 просмотров. В Украине до сих пор большинство бизнесов имеют сайты на 2 языках – украинском и русском. Зачем? Для кого? Для тех, кто до сих пор называет себя русскоязычными украинцами. Это же оксюморон. Это не украинцы, это продукт колониальной политики. Вы где-нибудь видели немецкоязычного поляка? Франкоязычного итальянца, польскоязычного венгра? Нет. Напомню, что буквально 2 недели назад эти же активисты устроили рейд по 2 книжным рынкам Киева. Акцию назвали языковой дезинфекцией, и тогда изымали книги, написанные на русском языке. На границе все спокойно, но есть аномалия. В МИД Эстонии уверяют, информация о напряженности на эстонско-российской границе преувеличена. При этом ведомство отмечает, что россияне действительно ведут себя более уверенно и заметно, чем раньше, но ситуация остается под контролем. Есть дорога на юго-востоке Эстонии, которая на коротком участке проходит через российскую территорию. Местным жителям разрешается пользоваться ею без остановок. В пятницу мы заметили на этой дороге, на российской стороне, 7 вооруженных российских военнослужащих. Чтобы избежать возможных инцидентов, мы временно приостановили движение по этому участку. В долгосрочной перспективе мы планируем полностью отказаться от использования этой дороги. Уже существует альтернативный маршрут, обходящий российскую территорию, а также строится новый. Текущее положение дел – историческая аномалия.
Напомню, 11 октября Эстония временно закрыла проезд через так называемый Саатсиский сапог после того, как пограничники заметили на российской стороне передвижение более многочисленного, чем обычно, отряда. Издание РРР уточняет, что сапог Саатсе – это участок земли, где российская территория глубоко врезается в Эстонию. Через этот участок проходит около километра автомобильной дороги, которую местные жители используют, чтобы избежать объезда. Макрон на искусственной вентиляции, политической. Об этом пишет британская Sunday Times и добавляет: теперь президент Франции опасно близок к тому, чтобы аппарат отключили. На прошлой неделе Макрон потерял очередного премьер-министра, уже 6-го за 3,5 года. Назначение нового премьера вряд ли спасет ситуацию. Такой же темп смены глав правительства в середине прошлого века привел к краху послевоенной Четвертой Республики и приходу к власти Шарля де Голля, напоминает Sunday Times. Но сейчас никакого нового де Голля на горизонте не видно. Многие французы не расстроятся, если Макрон подаст в отставку. Однако это стало бы новым ударом по энергетике, амбициям и влиянию Европы на мировой арене, говорится в материале. Без прочного франко-германского сотрудничества, продолжающегося с 1950-х годов, Европа никогда не стала бы экономическим и валютным союзом, каким является сегодня. Однако Макрон, который терпит политический крах, тянет за собой и канцлера Германии Мерца, считают авторы материала. Чтобы выйти из этого тупика, Европа должна радикально повысить свою способность взаимодействовать с остальным миром, упростить свои институты и интегрировать все еще преимущественно национальные финансовые системы. Ей необходимо намного эффективнее объединять усилия в сфере обороны, производства вооружений, науки и технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления. Тем временем Макрон грозит Путину. После телефонного разговора с Зеленским президент Франции написал в соцсети, что Париж поможет Киеву пережить зиму, а Москва поплатится за свои действия. Если Россия будет продолжать свое упрямое развязывание войны и откажется садиться за стол переговоров, ей придется заплатить цену. Франция осуждает российские удары по критически важной инфраструктуре Украины, которые на самом деле направлены против гражданского населения накануне зимы. Вместе с нашими партнерами мы рассматриваем необходимые меры помощи для восстановления и обеспечения работы жизненно важных служб. Демократия трещит по швам во всем мире. Такого не было со времен окончания Холодной войны. Об этом пишет обозреватель Guardian Саймон Тиздал. На недавних выборах Чехия последовала примеру Польши, Австрии и других стран ЕС, качнувшись в сторону популистской ультраправой волны, говорится в материале. Автор утверждает, что, далее цитата, «поддержка приспособленческих фанатиков, питающихся страхом и обидой и чувством утраты, при отсутствии у них внятной политики по сложным вопросам вроде миграции, не является утверждением демократии. Это ее развращение. В ослабленной отчаявшейся Британии, где национальные флаги носят словно утешительные одеяла, обе ведущие партии барахтаются, а в США, которая является домом демократии, эффективная оппозиция республиканцам почти исчезла, по крайней мере на национальном уровне, пишет Тиздал и считает, что Трамп похож на диктатора. И вот в этом главный вызов. Демократия не работает, или работает настолько плохо, что рискует быть отброшенной. Когда-то образцовые США, утраченный эталон и конфликтная Западная Европа спотыкаются. А менее устойчивые демократии глобального Юга, а также Центральной и Восточной Европы вновь оказываются на передовой новой холодной войны, борьбы влияний и ценностей против оси Пекин-Москва. Как Молдова и Грузия, они могут качнуться в любую сторону. Киев намерен увеличить число и масштаб атак по территории России. Эти удары будут продолжаться для того, чтобы уничтожить военный потенциал РФ. Планы Киева раскрывает издание Financial Times со ссылкой на Службу безопасности Украины. Об этом пишет. Авторы материала уточняют, что сейчас энергетические объекты России ВСУ атаковали благодаря поддержке США. Администрация Трампа полностью пошла навстречу Киеву и работает на ослабление Москвы, говорится в материале издания. Эту тактику называют вынуждением Путина сесть за стол переговоров. Financial Times пишет, что американцы участвуют на всех стадиях планирования ударов. Украина выбирает цели, а США дают все разведданные по этим объектам, которые помогают украинцам даже обходить российские системы ПВО. Смена подхода произошла после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле, когда, как сообщала FT, президент США спросил, сможет ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит ей дальнобойное оружие. По словам двух осведомленных источников, Трамп тогда выразил одобрение стратегии, которая должна заставить россиян почувствовать боль и принудить Кремль к переговорам. Позже Белый дом заявил, что президент лишь задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства.
На выходных между Трампом и Зеленским состоялось 2 телефонных разговора на повестке ПВО и томагавки. Зеленский говорит о дальнобойности и верит, что Трамп примет решение о передаче ракет Киеву, чтобы таким образом надавить на Путина и завершить войну. Об этом он заявил после переговоров в прямом эфире любимого телеканала Трампа Fox News и даже озвучил цели, по которым собирается бить Украина с помощью томагавков. Рассказали ли вы президенту, какие цели Украина хотела бы поразить? И дал ли он какие-либо указания на то, что ответ будет скоро? Да, это только военные цели, только военные. Даже со всей этой болью потерь наших семей, наших солдат, гражданских лиц и детей, даже со всей этой болью наши люди никогда не атакуют их гражданских. Это большое различие между Украиной и Россией. Поэтому, когда мы говорим о дальнем оружии, мы говорим только о военных целях. Вот и все. В России же вновь реагируют на заявления, звучащие об этих ракетах. В Кремле вспомнили о грязной бомбе и о том, что томагавки могут нести ядерную боеголовку. В Москве заявили о крайней обеспокоенности. Тема томагавков вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное. Оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное. Но при этом оно не может изменить положение дел на фронтах. В то же время Лукашенко считает, что Трамп, которого он назвал другом, не передаст ракеты, а если это произойдет, то на любой яд есть противоядие. Это цитата из Минска. Лукашенко обвинил Зеленского в нежелании достичь мира и вновь повторил свое предложение. Вы знаете, я все больше был склонен обвинять европейских лидеров и Европу в недоговороспособности. Но сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которые готовы к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше Владимира Александровича Зеленском проблема. И вот хотелось бы, чтобы все-таки в очередной раз скажу, президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потом надо сесть и договориться. И Трамп в ночь с воскресенья на понедельник озвучил свое решение. Считает уместно отправить Украине томагавки, но прежде он, вероятно, поговорит об этом с Путиным. Хочет ли он, чтобы эти ракеты полетели в сторону России? Я могу сказать, смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им томагавки. Я могу сказать, что томагавк – невероятное оружие, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно. Им это не нужно. Удар РФ по немецкому заводу «Таурус» в Баварии. Этот сценарий сейчас активно обсуждается среди жителей Германии, особенно города Шробенхаузен. Именно там расположен «Таурус». Люди бьют тревогу из-за ролика в ТикТоке. В видео, которое стремительно набирает просмотры, голос искусственного интеллекта озвучивает, что военный завод должен быть стерт Россией с лица земли. В ролике мелькают лица Путина, главы МИД РФ Лаврова и канцлера Мерца, а также ракеты и карты, куда, собственно, может быть нанесен удар. Однако доказательств якобы надвигающейся атаки в контенте не представлено. Кто автор ролика и каковы его цели, не ясно. Однако этот возможный удар по заводу стал темой для обсуждения и в немецкой прессе. Крайне маловероятно, что Россия будет наносить ракетные удары по странам НАТО, сказал в комментарии Bayerischer Rundfunk немецкий политолог Стефан Майстер, напомнив о 5-й статье Североатлантического альянса. То, что завод «Таурус» в Шробенхаузене может стать целью, оба эксперта, и Мейстер, и Цецес, все же допускают. Если и был бы удар, то, вероятнее всего, это был бы не удар России как государства, а атака агентов или полезных идиотов, радикализованных лиц, которых завербовали через Телеграм или другие соцсети, говорит Цецес. По его словам, возможны, в частности, блокировки, попытки вмешательства в цепочки поставок, а также саботаж и хакерские атаки на критическую инфраструктуру, например, на Энергосете. Напомню, что Россия предупреждала Германию, если Берлин передаст ракеты «Таурус», то Россия исключительно в этом случае оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, которые предоставляют Украине дальнобойные ракеты «Таурус».
Резкое продвижение армии РФ на линию фронта. Оно произошло сразу в нескольких областях. Мониторинговый канал Deep State за 2 последних дня сообщил о том, что ВС РФ изменили линию фронта. В частности, в Малиновке Запорожской области, Песчаном Харьковской области и в Торском в Донецкой области. Произошли изменения и в Купянске. Кроме того, продвижение российских войск зафиксировано в Полтавке, также Запорожской области, а также в Донецкой области в районе Никаноровки и Котлинова. Украина при этом заявляет о контратаках также на Донецком направлении в районе Доброполья, а также о потере России населенного пункта в Запорожской области. Подразделение 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с побратимами из 33 отдельного штурмового полка подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении. Населенный пункт находится под контролем сил обороны Украины. Российские медиа при этом сосредоточили свое внимание и еще и на Покровском направлении. Мэш пишет, что ВСУ в срочном порядке затопили все канализационные коллекторы в городе Покровск, опасаясь повторения российской операции «Труба». На данный момент Покровск окружен на больше 70%, в том числе благодаря бригадам русских черепашек-ниндзя. Они малыми группами проникают в тыл врага через канализацию, ликвидируют защитников и занимают их позиции. Эту смекалку ВСУ и пытаются купировать. Экстренно заливают канализационные трубы водой, забивают строительным мусором, заваривают. Газопроводы минируют. Украинские медиа со ссылкой на украинских аналитиков при этом пишут, что битва за Покровск идет уже год, и это стало проблемой для ВС РФ. Эти бои называют позорной мясорубкой. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если вам не трудно, и поделиться этим видео на своих страницах в соцсетях. До встречи.